Прошел примерно месяц после того, как вы высадили ваши укорененные черенки в емкости с грунтом. Кто-то из вас это сделал впервые, а у кого-то уже имеется опыт. Сегодня я вам расскажу о распространенных проблемах при выращивании вегетирующих саженцев, как не совершить ошибок, как вырастить хороший саженец, какие бывают саженцы и когда их лучше высаживать на постоянное место на вашем участке. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик под видео, чтобы не пропустить самое интересное. Добрый день, дорогие друзья! С вами Роман Тур, и я рассказываю все о винограде и не только. Я занимаюсь выращиванием вегетирующих саженцев более 15 лет. Каждый год получая все новый и новый опыт. В первый год набивались одни шишки. Да, конечно, лучше учиться на чужих ошибках, но желающих поделиться своими секретами в то время было мало. Постепенно, получая информацию из разных источников, набралась своя база знаний. И знаете, я пришел к выводу, что у винограда есть свои секреты. Итак, начнем. Что же такое вегетирующий саженец? Это саженец, у которого есть зеленый побег, зеленые листья, ну и, конечно, корни, обязательно закрыты корневой системой. Эти саженцы используются для высадки на постоянное место. А если саженец маленький и слабый, то его обычно высаживают в такое место, где бы он подрос. Такое место называется школкой. К осени и школки выкапывают одревесневший однолетний саженец с открытой корневой системой. Такие саженцы можно сразу высаживать на постоянное место или опустить их в подвал для хранения до весны. Саженцы могут быть корнесобственные, а могут быть привитые. На этом я подробно останавливаться не буду, здесь и так все понятно. Как получить корнесобственные саженцы, я подробно рассказывал в этом видео. У хорошего вегетирующего саженца не должно быть повреждений болезнями. Он должен иметь не менее 10 сантиметров побег и не менее 5 листьев. И если у вас прозрачная емкость, то вы можете увидеть наличие хорошо развитой корневой системы. В домашних условиях или в теплицах вегетирующие саженцы обычно выращивают 35-40 дней. И когда на ваших участках земля прогреется выше плюс 15, их можно высаживать на постоянное место. Если высадить этот саженец раньше, когда почва еще не прогрелась, то примерно через неделю или полторы ваш саженец погибнет. Вернее, погибнут его корни, а уже потом и сам саженец. Чтобы такого не происходило, запомните, высаживать вегетирующие саженцы в грунт нужно примерно, когда дачники высаживают рассаду помидоров и огурцов. Высаживать такие саженцы можно примерно до конца июня. Позже я бы не советовал их выращивать, так как данному саженцу до осенних заморозков нужно, чтобы побег у него одревеснел. Только тогда у вас будет все хорошо. А вот одревесневшие однолетние саженцы, как с закрытой корневой системой, так и с открытой корневой системой, можно высаживать намного раньше. Обычно это время массового распускания одуванчиков. Ну и с этим спешить не нужно. Виноград – это теплолюбивое растение, поэтому он плохо развивается в холодной земле. При выращивании вегетирующих саженцев очень многие начинающие совершают ошибки. Одной из самых важных ошибок будет нарушение температурного режима. Оптимальная температура воздуха в ваших помещениях должна быть в пределах 20-25 градусов. Но и влажность воздуха должна быть 70-80%. Сами понимаете, что в квартирах или в условиях квартир такое создать очень трудно. Некоторые из вас при выращивании вегетирующих саженцев, чтобы они не вытягивались из-за недостатка света, выносят свои саженцы в помещение, где температура обычно ниже, градусов 10-15. Конечно, делать такого нельзя. От этого нежные корни обязательно пострадают. Но вот в конце срока
перед высадкой ваших саженцев на постоянное место в огород обычно проводят закалку. Закалку саженцев производят постепенно, чтобы саженец мог привыкнуть к солнечному свету, к той температуре окружающей. Их обычно выносят на некоторое время, сначала полчаса, потом час, потом чуть больше, чтобы саженец успел хорошо закалиться. Но, опять же повторю, делать это нужно очень осторожно. О возможных проблемах при выращивании саженцев я подробно рассказывал в этом видео. Я для выращивания вегетирующих саженцев использую обогреваемую теплицу, в которой температура никогда не опускается ниже 20 градусов, и саженцы максимально освещаются солнечным светом. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик под видео, чтобы не пропустить самое интересное. И еще одной ошибкой многих будет неправильный полив. Все говорят об этом, но ошибки как совершались, так и совершаются. После того, как вы высадили ваш укорененный черенок в емкость с грунтом, начинается процесс привыкания черенка к грунту или к земле. И если в это время земля будет сильно увлажнена, например, как в болоте, то из-за недостатка кислорода корни начнут гнить, и ваш саженец пропадет. Как говорится, все должно быть в меру. А вот свои саженцы я всегда поливаю в солнечную погоду. Обязательно теплой водой, температурой примерно 25-30 градусов. Никаких специальных удобрений я не применяю. Но уже много лет использую настой банановой кожуры. Хочу с вами поделиться, что для дозревания бананов используют специальный газ, состоящий из азота и этилена. При настаивании в воде эти вещества легко переходят в раствор, а вот потом они уже оказывают свое положительное действие на молодые саженцы. Если у вас после просмотра данного видео остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я буду очень рад, если это видео кому-то поможет при выращивании саженцев. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересное. Всего вам доброго. С вами был Роман Тур.